Всем привет! Вы на канале Алекс Моторный. Харьков проходит сложную зиму времен полномасштабной войны. Из-за атак на энергетическую сеть Украины в городе начались длительные аварийные отключения. Их временные рамки невозможно определить и спрогнозировать наперед. С 17 января Харьков и Харьковская область живут с удлиненными обесточиваниями. Не прошло и недели, как министр энергетики Денис Шмыгаль расхвалил Харьков с трибуны Верховной Рады за готовность города к энергетическому кризису, как начались серьезные перебои со светом. Обесточивания в городе и в громадах области могут длиться по 10-15 часов подряд. В Харькове действуют только графики аварийных обесточиваний, в области еще и почасовые. Понедельник, 19 января в некоторых районах города графики отключений вводили по 2-3 раза, а в некоторых за один подход света не было 6 и более часов. Длительные аварийные отключения коснулись районов Новых Домов, Павлового поля, Алексеевки, района Одесской, Северной Салтовки, Холодной горы Москалевки и Новоселовки. На Харьковщине свет по графикам выключали повсюду. Сложнее всего было в Чугуеве, где на несколько часов весь город был полностью отключен от централизованного энергоснабжения, и в Савинской громаде, Изюмский район. Вечером 19 января свет здесь появился. В Змеевской громаде из-за недостаточного уровня напряжения в сети скважины несколько суток работают на генераторах. Поэтому чиновники не исключают, что воду начнут подавать по расписанию, по 3 часа утром и вечером. В связи с нестабильной ситуацией в электросети и недостаточным уровнем напряжения, скважина уже вторые сутки работает с использованием альтернативного источника электропитания – генератора. Специалисты предприятия круглосуточно контролируют ситуацию и прилагают все возможные усилия, чтобы обеспечить население водой. В случае, если ситуация с электроснабжением не изменится, предприятие будет вынуждено перейти на подачу воды по графику, сообщили в Змеевском горсовете. «20 января в Харькове и области вновь применили графики аварийных отключений. Мэр подтвердил, что последние атаки РФ были направлены на энергетику Харькова. Некоторые объекты были под ударами не впервые. В последние дни враг целенаправленно бьет по энергетике, массированно, мощными ракетами, часто в одну и ту же точку. Какими бы ни были меры защиты, повреждения есть. И чем их больше, тем больше времени нужно энергетикам, чтобы все восстановить», написал Игорь Терехов. В Харьков-Обленерго признают, что это самая сложная зима с начала Большой войны. Однако причина длительных обесточиваний в Харькове и области не региональная, а национальная. Ситуация в объединенной энергосистеме Украины. В Харькове действуют только аварийные, а в области еще и почасовые. Сообщить заранее, когда их введут и отменят, невозможно. Это может произойти в любой момент. Эти отключения не связаны с состоянием сетей непосредственно Харьков-Обленерго. Время применения и отмена аварийных отключений определяет диспетчерский центр оператора систем передачи Укрэнерго, рассказал начальник управления информационной политики и работы с потребителями акционерного общества Харьков-Обленерго Владимир Скичко. Статус Харькова как прифронтового города не работает. В данном случае этот статус не помогает. Аварийные обесточивания в Харькове действуют, как и во всех городах Украины. В Харьков-Обленерго не могут назвать время максимальных обесточиваний. Диспетчеры пытаются переключать сети таким образом, чтобы графики чередовались в разных районах. Однако это не всегда возможно из-за ряда факторов: поврежденные сети, общая генерация и уровень потребления. Кроме того, в громадах области почасовые графики могут завершаться и тут же вводят аварийные по требованию диспетчеров Укрэнерго. Энергетика Харькова – это не отдельная система, а часть большого энергетического организма Украины. Условно говоря, если обстреливают ТЭЦ в Киеве, Харьков это тоже почувствует. Энергетическая система – это живой организм.
Оборудование в таком состоянии, что лучше лишний раз не переключать его. Я бы сказал, не дергать. Когда нам поступает команда сбросить нагрузку, мы должны это сделать. Поймите, что если объемы обесточиваний большие, то поле для маневра у нас небольшое, говорит Владимир Скичко. Сейчас в области одновременно применяют по 3,5 очереди плановых отключений. Это означает, что продолжительность плановых обесточиваний может быть 6 часов. Несмотря на сложную ситуацию, объекты критической инфраструктуры и транспорт не отключают. В Харькове работает метрополитен и большинство наземного транспорта, заживлены все больницы, поликлиники, подземные школы и так далее. Транспорт не отключаем. Это принципиальное значение для города, говорит Скичко. Есть ли возможность улучшения графиков? Этот вопрос открыт и зависит от многих факторов. Это самая сложная зима. Просим относиться с пониманием, говорит спикер Харьков-Облэнерго. Вечером 19, утром 20 января и 21 также многие потребители в Харькове и громадах жаловались на перепады напряжения. Оборудование показывает от низкого до высокого. Совет только один – защитные устройства. В магазинах есть выбор, много модификаций. Если таких устройств нет, то лучше выключить бытовые приборы до стабилизации напряжения и не пользоваться. Это касается насосов, холодильников, микроволновок и так далее. Ежедневно Харьков-Облэнерго публикует графики почасовых отключений света. Харьковчане и жители области могут проверить статус своего дома на сайте компании. Для этого нужно зайти в раздел «Отключения по адресу», ввести свои данные и посмотреть участие в аварийных графиках. Правда, здесь будет отмечено только начало обесточиваний, а не завершение. В вопросе, проведенном ресурсом «Статус-Кво» в своем телеграм-канале, 40% читателей сообщили, что 20 января, например, у них не было света более 8 часов. Еще 25% от 5 до 8 часов. Во многих спальных районах электричества не было по 8-10 часов подряд. 20 января ситуация изменилась мало. Горожане сообщают, что во многих районах света уже не было более 6 часов. По словам мэра Игоря Терехова, сейчас в городе масштабные аварийные отключения электроэнергии после того, как Российская Федерация серьезно повредила критическую инфраструктуру. Четких графиков отключений по районам пока нет. Мэр Харькова подчеркнул, что 19 января был тяжелым днем для Харькова. С самого утра город находился под обстрелами. Это был сначала ракетный удар по объекту критической инфраструктуры, очень тяжелый удар. Очень серьезные повреждения критической инфраструктуры, которая питает Харьков. Очень большие отключения по городу. Я работаю с энергетиками, чтобы как можно быстрее локализовать эту ситуацию. Но она на самом деле очень тяжелая. Городской голова добавил, что на горячую линию 1562 поступают звонки от харьковчан с вопросами о продолжительности отключений. Сегодня пока не существует четких графиков отключений по районам Харькова. А вот начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, на Харьковщине готовятся к худшему сценарию с энергетической системой. В Харьковской области энергетики и ремонтники работают круглосуточно. Сейчас у нас развернуто по области, включая город Харьков, 950 пунктов несокрушимости, более 350 пунктов обогрева, часть из них мобильные. Плюс готовим места для возможной выдачи горячего питания. Зачем? Потому что мы готовимся, конечно, к самому худшему сценарию. Потому что враг бьет по всем абсолютно энергетическим системам и по теплоснабжению, и по энергообеспечению. Синегубов отметил, что ремонтники работают круглосуточно, чтобы стабилизировать ситуацию и хотя бы отключать людей по графикам. На Харьковщине на сегодняшний день без света находится более 500 тысяч абонентов.